Какие парни нравятся девушкам? Привет, я Оля Вастикова, и я вернулась. Из этого ролика ты узнаешь про уязвимое место любой девушки, что влияет на мнение девушки о парне, как закинуть девушке эмоциональный крючок, какое место выбрать для первого свидания, чтобы девушка просилась на второе. В конце видео я расскажу, как за несколько секунд можно получить согласие от любой девушки. Что будет, если сложить приложение для знакомств, симпатичного парня и деньги? Получится развод, мошенничество, афера века. Один еврейский парень, Саймон Леваев, отработал успешную схему того, как нравится девушкам. Звать их на свидание, затащить в постель, начать с ними встречаться, а потом зарабатывать на них кучу денег. Последнюю часть я, конечно же, осуждаю. Что же конкретно делал мошенник, чтобы охмурять девушек? Первое. Привлекательнейший профиль в социальных сетях. В одном из 1000 матчей девушка видит парня еврейского происхождения Саймона Леваева. Давай поисследуем его профиль. Всего там 5 фоток. Тут в деловом костюме, занят работой, прекрасно одет. Видно, что он не старается особо выглядеть круто. Он просто такой, какой есть. Саймон целует собаку. Животное в кадре с парнем всегда вызывает умиление у девушек. Он сидит и смотрит в кадр. Опять же, отлично одет, но не создается впечатление, что он уж очень старался, чтобы так одеться. Что, конечно же, подкупает и расслабляет. Портретная фотка Саймона в белой рубашке. Он чем-то занят, легкая небритость. Белая рубашка – это беспроигрышный вариант любого парня. Он на яхте, крайне расслабленный, не зажатый, поза естественная, одет в casual и светит солнышко. Поэтому кажется, что Саймону живется в кайф. Вокруг него такая картина, он выглядит отлично. В профиле Саймон указывает свой инстаграм-профиль, куда, очевидно, первым же делом перейдет девушка. Что же она там увидит? Профиль Саймона в инстаграме все прямо как по моим видеорекомендациям. Вот Саймон в брендовых вещах пилотирует вертолет, вот он позирует в джете, а вот он у Ламборгини. Вот он в самом дорогом клубе мира, вот он веселится. Он показывает себя счастливым и очень богатым. А как мгновенно создать такой образ, чтобы девушка его считала и начала в тебя влюбляться? Об этом я расскажу в конце этого видео. Второе. Динамичная переписка с девушкой. Вот какие схемы он использует. Ну, точно насмотрелся моих видео про переписки. Саймон пишет: «Привет, я завтра уезжаю в Лондон. Хочешь сходить со мной на кофе?» Девушка сразу же отвечает «да». Почему? Девушки сейчас доверяют интернету и виртуальному миру. Девушки, которые попались на уловки Саймона, говорили, что пробивали красавчика в сети и тщательно изучали его инстаграм. Вот ловушка и захлопнулась. Именно на такой алгоритм действий все мошенничество и было заточено. Девушки верят в силу виртуальной правды. То есть фотками он создает впечатление, какой он занятой и деловой человек, но который также умеет и веселиться. К такой жизни точно хочется присоединиться и девушке. Сообщением он показывает, что ему важно встретиться с девушкой на кофе, хоть он завтра и улетает. Далее Саймон предлагает перейти в WhatsApp, пишет милые сообщения и присылает ласковые голосовые. Третье. Выбор места для первого свидания. На кофе Саймон сразу же пригласил девушку в ресторан при 5-звездочном отеле, где все дорого, богато, комфортно и располагает к общению. И вот тебе заметочка. Чтобы произвести яркое впечатление на девушку, будет очень эффектно позвать ее попить кофе в 5-звездочный отель у лобби. Хоть кофе там может быть стоить немножко дороже, а может в принципе как и везде, но зато какой эффект. Да и очевидно, что самому попить кофе в таком месте будет очень приятно, да еще и в сопровождении с прекрасной девушкой. Четвертое. Внешний вид. Один клиент, который начинал проходить мой курс, написал в общем чате, что у него вообще нет вкуса в одежде.
И нет таких парней, чьи стиль в одежде ему нравится, с кого можно было бы взять пример. Он не интересовался модой в принципе. Чего же он лишился? Когда девушки видели Саймона в красивом костюме, они понимали, что сказка стала реальностью. Принц сошел со страниц книги, то есть Инстаграма. И вот он сидит напротив нее. Что влияет на мнение девушки о парне? Статус, звание, увлеченность. Например, в Америке все писают кипятком от полицейских. В России некоторые поклоняются докторам наук или врачам, например. Однако, если ты просто увлечен своим делом, то девушка это почувствует и оценит. Одежда. Всегда встречают по одежке. И так будет всегда. Аккуратная одежда, чистые ногти, стрижка, парфюм, дыхание. Поведение. Саймон вел себя как король. Он молод, привлекателен, с ухоженным телом, умен, богат, заботлив, говорит приятности, а женщины, конечно же, любят ушами. Девушка, насмотревшись фоток в соцсетях, начала заранее идеализировать Саймона и наделять его несуществующими чертами, о которых всегда мечтала. Что он умный, заботится о детях, добрый и так далее. Исследования показывают, что чем симпатичнее нам человек, тем больше хочется наделять его несуществующими качествами. Пятое. Эмоциональный крючок. После первого же свидания с Саймоном девушки рассказывали, что чувствовали какую-то особую эмоциональную связь, будто были знакомы с ним всю их жизнь. Они с первых секунд ощущали его магнетизм и оказывались с ним на одной волне. Как же Саймон это делал? Он одевал маску, подстраивался под девушку и манипулировал. Ведь многие девушки хотят верить в сказки, романтические книги, идеальных героев, принцев. И что прискачет он, весь такой красивый и на этом знаменитом белом коне. И даже ничего делать ради этого не придется. У многих девушек есть фантазия, что так и должно произойти. Вера в чудо. Шестое. После первого свидания. Будучи очень занятым, Саймон после первого свидания отправлял девушку домой на Роллс-Ройсе со своим личным водителем, показывая, что девушка ему ценна и ему важна ее безопасность. Саймон оставлял девушку в голоде, чтобы та ожидала следующей волшебной встречи с ним. Во время поездки домой девушка задавала себе вопросы. Достойна ли я такого обращения? Достойна ли я такого шикарного принца? Девушка не спит всю ночь, думает, что все-таки она, наверное, недостаточно хороша для такого парня и что он ей больше не напишет. Но на следующий день Саймон начинает ей писать уже из Лондона. Он присылает ей огромный букет цветов, и так девушка начинает ощущать свою значимость и поднимает свою самооценку. Она продолжает верить в сказку. Далее Саймон зовет девушку на второе свидание, переписывается, оставляет войсы, раскачивает ее эмоционально. Планы на будущее, обещания совместного быта, семьи и детей. Однажды он даже сорвался к девушке из другой страны на самолете, просто потому, что у нее был плохой день. Он говорит комплименты: «Ты женщина моей мечты, ты моя единственная. Я хочу всю жизнь делать тебя счастливой. Я желаю тебе чудесного дня, такого же чудесного, как и ты». Девушка продолжает укреплять веру, что парень идеальный, успешный, богатый, внимательный, красивый, не такой, как все типичные парни в Тиндере со своими «Привет, как дела?». Вот он, мой мистер Джеймс Бонд. Итак, девушки хотели получить полный комплект. Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. В итоге Саймон выманил из всех очарованных им девушек 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов! Многие девушки до сих пор расплачиваются со своими долгами. Почему же так легко манипулировать людьми? Проводилось исследование на тему, насколько нам хочется ответить на доброту другому человеку. Собралась группа людей, которые вместе занимались какой-то деятельностью.
Один человек, назовем его Геннадий, вышел из комнаты и вернулся с 2 бутылками газировки. Отдал одну случайному человеку в комнате, назовем ее, например, Катька. Мол, просто так отдал, по доброте душевной. Катька радуется, что о ней позаботились. Спустя час Геннадий обращается к Катьке с просьбой помочь ему в его деле. И что же делает Катя? Варианты ответа. Первое. Выплевывает газировку и отказывается помогать, кроет его матюгами. Второе. Вместо помощи просто покупает Геннадию газировку. И третье. Соглашается помочь. Да, Катя согласилась помочь, потому что Геннадий заставил ее чувствовать себя обязанной. Поэтому, если ты сделаешь кому-то что-то хорошее и доброе, например, прокатишь девушку на частном джете, например, шучу, то внутри того, кому ты сделаешь добро, начинает формироваться чувство долга и вины. И этим человеком будет проще манипулировать. Интересный момент. Даже после того, как Саймон обманул девушек, они рассказывали журналистам о начале отношений с этим парнем с огромным воодушевлением. У них буквально горели глаза. Они в ярких красках описывали то, как Саймон себя вел, какой Саймон был заботливый, щедрый, как он ухаживал, как был внимателен к деталям, как одаривал подарками. То есть даже когда они узнали, что этот парень обманщик и из-за него они по уши в долгах, девушки вспоминали о начале отношений как о самых счастливых моментах в их жизни. Это очень интересно и явно показывает, что эти девушки все еще верят в любовь. Ведь уязвимое место у девушки – это влюбленность. Это делает нас ведомыми. Кстати, девушки тоже обманывают парней в Тиндере. Поэтому никогда никому не переводи денег в приложениях для знакомств, по телефону, на улице, да где угодно. Ну и последнее. Конечно же, ты не обманщик, Саймон, и слава богу. Однако кое-чему у этого чувака можно поучиться. Помимо его схемы, о которой я тебе рассказала, самое важное – научиться быть уверенным в себе. Без уверенности в себе Саймон бы не смог так магнетизировать девушек. Да, это, конечно, непросто, но реально. И главное, что я знаю как. Именно поэтому подписывайся на мой Инстаграм. Все эти месяцы, помимо моего курса, я готовила для тебя абсолютно новый формат контента, который принесет тебе уйму пользы. В моем Инстаграме будет больше информации о моем новом проекте. Жду тебя. Ссылка будет в описании. Увидимся.